самые зимние из всех зимних фруктов, самые сладкие из всех солнечных цитрусовых, один из главных символов Нового года. Это все, конечно, о мандаринах. Мандарины у многих из нас ассоциируются с зимой, Новым годом и Рождеством. Еще со времен детства мандарины стали для нас одним из символов зимних праздников. И всегда, видя мандарины, мы вспоминаем замечательные праздники, елку, ожидание волшебства, ощущение тепла и уюта, атмосферы праздника. Мандарины на новогоднем столе – это символ благополучия, символ денег. Мандарины – символ финансового благополучия. Прежде чем попасть на наши столы, мандарин прошел путь длиной в 4 с лишним тысячи лет. В древности деревья и плоды мандарина всегда были уделом богатого сословия. Примерно за 2000 лет до нашей эры мандарины появились в элитных садах состоятельных людей в Индии. Вкусный фрукт охранялся, а саженцы стоили баснословных денег. Существует легенда, что мандарины получили свое название в честь китайских чиновников-мандаринистов. Долгое время цитрусовые выращивали только в садах этих почтенных людей. Высшее сословие китайского чиновничества, представители которого в Китае назывались мандаринами, слово происходит от малайского мантари или советник, свои церемониальные головные уборы украшали красно-оранжевыми шариками, напоминавшими ароматные и сладкие плоды, росшие в Южном Китае. Иметь в саду мандариновое дерево считалось знаком принадлежности к денежному сословию. Поэтому одной из первых теорий, которая гласит о названии слова «мандарин», это теория, которая говорит, что мандарин назвали так в честь настоящих мандаринов, сановников Китая. По другой теории, название свое цитрусовые получили от острова Маврикий, который раньше назывался мандарином. Еще одна теория гласит, что слово «мандарин» пришло из испанского языка, что означает в переводе «легко очищать». Известно, что мандарины выращиваются в Китае и Японии в течение более 3000 лет. Традиция подавать мандарины к новогоднему столу тоже зародилась в Китае. Местные жители ходили друг к другу в гости и оставляли фрукты в знак пожелания счастья и финансового благополучия. Китайцы верили, что мандарин, по виду напоминающий огромную золотую монету, привлечет в дом богатство. Слово «мандарин» вообще уникальное. Из Азии на Ближний Восток мандарины завезли арабские завоеватели. Купцы и путешественники добыли и перевезли диковинный фрукт из южной части Китая и Дальневосточной Азии в Европу и Америку. Древние греки называли мандарины цедрос. Это слово затем превратилось в слово цитрус. По версии историков, мандарины в Европе появились значительно позже. Их завезли по разным версиям из Индокитая в Европу либо Александр Македонский, либо португальцы. Также существует версия, что в Европу первые мандариновые деревья были привезены в начале XIX века в подарок Наполеону из французской колонии Алжира. Мандарин. Его называют «детем солнца» за то, что он несет в себе огромный заряд солнечной радости. Мандарин ассоциируется со своей оранжевой кожуркой с золотом. Словосочетание «пара мандарин» на китайском языке очень созвучно слову «золото». То есть под Новый год, даря мандарины, люди в дом привлекают деньги, желая хозяевам в наступающем году финансового благополучия. Так, этот золотистый и солнечный фрукт стал не только витаминным, но и золотым денежным.
А повелась эта традиция с Китая. Давным-давно, примерно в 1000 году до нашей эры, в Китае гость, приходящий на праздник Нового года, обязательно преподносил хозяевам пару мандаринок, а уходя, получал 2 других от хозяев. Мандарин – вечно зеленое растение. Высота взрослого мандарина достигает 3,5 метров. Его шаровидная крона такого же диаметра. Домашнее мандариновое дерево – это небольшие деревца или кустарники, достигающие в комнатных условиях высоты до 1,5 метра. Цветет раз в году с марта по апрель. После цветения хорошо завязываются плоды, мякоть которых сладкая. Мандарины считаются ценным диетическим продуктом. Они способствуют улучшению аппетита, усиливают обменные процессы в организме человека. Зимой они могут дать нам большое количество необходимых витаминов. О полезных свойствах мандаринов наслышаны все. Этот цитрус – просто кладезь необходимого организму витамина С. Кроме того, он утоляет жажду и даже помогает снижать температуру при простуде. Мандарины – это еще и прекрасный антидепрессант. Он способен успокоить нервную систему, повысить общий тонус организма. Одной из самых полезных частей мандарина является его корка, которая содержит множество полезных веществ. Она оказывает противовоспалительное действие и может стать помощником при бронхите и сухом кашле. В народной медицине спиртовую настойку из кожуры мандаринов используют для улучшения аппетита. Настойка из корок мандарина используется для нормализации пищеварения. У мандаринов не бывает нитратов, поскольку с лимонной кислотой эти вредоносные вещества просто не уживаются. Свежий мандариновый сок обладает антимикробными свойствами. Он используется для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний. Сок применяют также при лечении ран и кожных заболеваний. Мандарин хорошо утоляет жажду и насыщает организм нужным количеством аскорбиновой кислоты. Самое полезное свойство мандарина – это способность восстанавливать утраченные нашим организмом за осенне-зимний период витамины. Мандарин. Фэншуй считается, что мандарин привлекает и усиливает положительную энергию, удачу и изобилие в доме или на рабочем месте. Считается, что употребление мандаринов во время китайского Нового года приносит удачу и богатство в наступающем году. Также говорят, что мандарины символизируют воссоединение близких. В китайской культуре мандарины имеют особое значение, и их часто дарят во время лунного Нового года. Один интересный факт о мандаринах заключается в том, что в китайской культуре с ним часто ассоциируется число 9. Это потому, что слово 9 на китайском языке похоже на слово длительный или вечный. В результате мандарины часто дарят в наборах по 9 штук или в количестве кратном 9. Число 9 считается самым благоприятным числом в китайской нумерологии и связано с удачей и вечностью. Также мандарины часто дарят наборами по 6 штук. Это потому, что число 6 также считается счастливым в китайской культуре. В китайском языке слово 6 звучит аналогично слову «гладкий» или «зажиточный». Даря мандарины наборами по 6 штук, даритель желает получателю удачи. А в Японии мандарины дарят во время благоприятных событий, таких как свадьба. В христианстве мандарины часто используются как символ щедрости, так как они тесно связаны с Рождеством и историей Святого Николая. Яркие, душистые и сочные плоды мандарин символизируют удачу, счастье и процветание. Древняя китайская практика фэншуй
направленные на гармонизацию человека с окружающей средой для достижения оптимального благополучия, используют мандарины в фэншуй. Считается, если вы разместите в своем доме или офисе мандарины, они притянут положительную энергию и принесут удачу. Мандарины можно разместить в центре вашего дома или в офисе, чтобы способствовать равновесию и гармонии. Размещение мандарина в юго-восточном углу вашего дома или офиса считается, что будет способствовать процветанию и изобилию. Размещение мандарина в западной части вашего дома или офиса может способствовать творчеству, романтике и улучшению отношений. Вы также можете повесить мандарины на входную дверь своего дома или офиса, чтобы отогнать негативную энергию и привлечь удачу. 8 мандаринов, выложенные кругом или восьмиугольником на блюде, в древней китайской философии число 8 священно считалось символом бесконечности того или иного блага. По фэншуй цитрусовые растения стоит приобрести молодым девушкам, которые хотят удачно выйти замуж и обрести счастье в браке, семейным парам, которые хотят разжечь утерянную страсть, а также супругам, которые хотят зачать ребенка, молодым парам, которые желают укрепить отношения. Покупать необходимо в отличном расположении духа. Также не возбраняется выращивать дерево самостоятельно, но тогда придется долго ждать плодов. Если условия не позволяют, можно купить мандариновое денежное дерево, сделанное из камня. Цветение растения тоже считают знаком благоприятной атмосферы в доме. Гадание. Внешний вид и вкус. Сложите все мандарины в одно блюдо. Закройте глаза и задайте вопрос, или просто подумайте о своей проблеме и выберите первый попавшийся плод. Посмотрите на кожуру. Если она очень жесткая и шершавая, это значит, что в вашем окружении есть люди, которым не стоит полностью доверять, или существуют вопросы, решение которых окажется не таким простым, как кажется на первый взгляд. Гладкая, тонкая и мягкая кожура сулит удачу и добрый знак. Все, что вы задумали, должно с легкостью исполниться, но здесь есть нюанс. Попробуйте очистить такой плод. Если внутри он окажется гнилым, кислым или горьким, обратите особое внимание на жизненные обстоятельства. За внешним успехом может крыться все, что угодно. Проявите осторожность в принятии решений. Мандарин оказался красивым снаружи и спелым, сочным внутри. Вам очень повезло. Смело действуйте и воплощайте самые смелые планы в реальность. Гадание с кожурой из 5 мандаринов. Аккуратно очистите 5 мандаринов. Кожура должна остаться целой, не разорванной на кусочки. Возьмите горстку риса, соли, фасоль, монетку, конфету. Попросите кого-нибудь разложить эти предметы и накрыть каждый из них кожурой из мандарина. Выберите шкурку, опираясь на интуицию. Расшифровка результата. Рис. Жизнь будет сытой, все начинания приобретут благоприятный исход. Соль. Некоторые проблемы в делах. Придется приложить большее количество усилий для решения проблем. Фасоль. Пополнение в семье, новые друзья, влюбленность. Монетка. Богатство, неожиданные финансовые приобретения. Конфета. Небывалый успех, счастье и гармония. А теперь один простой ритуал с использованием мандарина. Попробуйте его провести, и результат вас может удивить. Очистите мандарин и разделите его на дольки. Съедайте по одной дольке, представляя все хорошее, что уже с вами случилось. Каждый раз говорите громко и четко «Спасибо». Если вам попалась косточка в дольке, это добрый знак. Это значит, что за вашу благодарность судьба вам даст еще больше счастья. Можно даже посадить ее, мандариновое дерево,
создаст дома благоприятную обстановку и привлечет удачу. Кожуру не выкидывайте, она вам еще понадобится. Берем красную нить и иголку, нанизываем на нитку кожуру по кусочкам, приговаривая: первый кусок для счастья, второй для богатства, третий к удаче в делах и так далее. Должно получиться что-то вроде бус. Завяжите узелок и повесьте бусы в укромное место недалеко от входной двери. Пусть новогодняя ночь в вашем доме наполнится мерцанием свечей, теплыми ароматами мандаринов и еловой хвои. С наступающим Новым годом! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч!